Вы когда-нибудь слышали про паука, которого внесли в Книгу рекордов Гиннесса за свою смертоносность? Нет? А про медузу-боксера? Тоже нет? Фатальная ошибка. В этом видео я вам расскажу про самых опасных животных на нашей планете. Обязательно смотрите видео полностью, ведь то, что будет в конце, вас сильно удивит. Приятного просмотра. Самый страшный паук. Начать свой рассказ я бы хотел с пауков, потому что я сам их очень боюсь. В 2010 году Книга рекордов Гиннесса признала бразильского странствующего паука самым ядовитым на Земле. В его названии скрыта греческая метафора – убийца. И это имя полностью оправдано, ведь яд этих пауков смертельно опасен для человека. Эти мохнатые существа угрожают не только своим токсином, но и своим образом жизни. Они не сидят смирно в паутине, а активно бродят по земле, часто оказываясь в зданиях, одежде, обуви и даже автомобилях, что делает случайные встречи с ними еще более вероятными и опасными. В дневное время они прячутся под бревнами и в трещинах, а ночью выходят на охоту, питаясь насекомыми, другими пауками, а иногда и мелкими животными. Бразильские странствующие пауки известны своей агрессивной репутацией, которую они заслужили благодаря токсичности и характерной оборонительной позе. При угрозе они поднимают передние лапы, сигнализируя о своей готовности к атаке. Но эта агрессия всего лишь средство самозащиты. Любопытно, что укус этого паука может вызвать у мужчин продолжительную болезненную эрекцию из-за увеличения уровня оксида азота, вещества, усиливающего кровоток. Такой неожиданный эффект стал объектом изучения в попытке создать лекарство от эректильной дисфункции. Несмотря на их криминальную репутацию, бразильские странствующие пауки редко выпускают яд или делают это в минимальных дозах, поскольку его производство требует значительных энергетических затрат. Поэтому смертельные исходы от их укусов случаются крайне редко, что, пожалуй, немного успокаивает. Медуза-боксер. Ну а дальше я вас познакомлю с одним из самых опасных существ в океане – боксерской медузой. Эта невероятная медуза, также известная как морская оса, обладает одним из самых мощных ядов среди всех морских животных. Она обитает преимущественно в тропических водах Австралии и Юго-Восточной Азии. Тело боксерской медузы почти прозрачно и может достигать в диаметре до 30 сантиметров. Однако ее главная опасность кроется в длинных, до 3 метров, щупальцах, которые покрыты тысячами стрекательных клеток. При контакте с кожей человека эти клетки выпускают яд, который способен парализовать и убить за считанные минуты. Яд медузы действует на нервную систему и сердце, вызывая резкую боль, паралич, затруднение дыхания и остановку сердца. Ее жертвы, часто даже не осознавая, что столкнулись с медузой, могут погибнуть от шока и утопления. По данным австралийских властей, от укусов этой медузы погибает больше людей, чем от атак акул. Интересно, что сама медуза не агрессивна и не нападает на человека намеренно. Ее прозрачное тело делает ее практически незаметной в воде, что увеличивает риск случайного контакта. К счастью, современные спасатели в Австралии и других регионах, где обитает боксерская медуза, оснащены специальными антидотами, которые могут спасти жизнь пострадавшему при своевременном введении. Тем не менее, несмотря на меры предосторожности, столкновение с боксерской медузой остается крайне опасным. Осьминоги тоже опасные. Следующее существо, о котором стоит упомянуть, это синий-кольчатый осьминог. Этот крошечный, но смертельно опасный морской обитатель выглядит на первый взгляд безобидно. Его размер редко превышает 20 сантиметров. Однако не дайте себя обмануть его яркими синими и черными кольцами, которые появляются на коже осьминога, когда он чувствует угрозу. Этот малыш обитает в водах Тихого и Индийского океанов, особенно возле побережья Австралии и Японии. Его основной рацион состоит из мелких ракообразных, но при нападении или защите он способен выпустить яд, содержащий тетродотоксин, одно из самых мощных нейротоксических веществ, известных науке. Это вещество блокирует нервные импульсы, вызывая паралич мышц, который может привести к остановке дыхания и смерти. Особенность яда синекольчатого осьминога в том, что он настолько токсичен, что даже один его укус может убить взрослого человека в течение нескольких минут. При этом антидота от этого яда не существует. Жертва может осознанно переживать происходящее, но
будет полностью парализована, не способна дышать и двигаться. Интересно, что этот осьминог не проявляет агрессии без причины. Он атакует только в случае угрозы, например, если его случайно схватить или наступить на него. Но именно из-за своего маленького размера и привлекательного внешнего вида он часто становится причиной несчастных случаев. Люди, не осознающие опасности, могут случайно потревожить его, что приведет к трагическим последствиям. Несмотря на то, что он редко встречается и не нападает на людей намеренно, этот осьминог остается одним из самых опасных морских существ. Его яд настолько мощный, что несколько капель способны убить более 20 человек. Поэтому, если встретите этого крошечного обитателя океана, лучше держитесь от него подальше. Тайпан. Далее в списке змея тайпан – одна из самых смертоносных рептилий на Земле. Тайпаны обитают преимущественно в Австралии и на Новой Гвинее, и их укусы считаются одними из самых опасных среди змей. Эти змеи отличаются не только невероятно мощным ядом, но и внушительными размерами. Длина взрослого тайпана может достигать 3 метров. Яд тайпана содержит комплекс нейротоксинов, миотоксинов и гемотоксинов, который поражает нервную систему, вызывает разрушение мышц и приводит к тяжелым нарушениям свертываемости крови. Один укус тайпана может убить взрослого человека в течение 30 минут, если не будет оказана немедленная медицинская помощь. Интересно, что тайпан – это весьма осторожная змея, и случаи укусов людей происходят относительно редко. Однако, если она чувствует угрозу или оказывается в углу, то может быть крайне агрессивной. При этом ее скорость и точность атак делают ее особенно опасной. Тайпан способен нанести несколько укусов за одну атаку, вводя огромное количество яда в тело жертвы. К счастью, в последние годы были разработаны эффективные антидоты, которые значительно снижают смертность от укусов тайпана. Однако встреча с этой змеей всегда остается очень рискованной, особенно если учесть, что ее яд настолько силен, что один укус может убить до 100 человек. Так что с этой змеей шутки плохи. Черная мамба. Переходя к следующему опасному существу, невозможно не упомянуть черную мамбу, самую быструю и, пожалуй, самую страшную змею Африки. Черная мамба, которая может достигать длины до 4,5 метров, получила свое название не из-за окраса, который варьируется от серого до оливкового, а из-за темной, почти черной полости рта. Именно эту черную пасть она демонстрирует своим врагам перед атакой. Живущая в саваннах и лесах Африки, черная мамба славится своей агрессивностью и способностью развивать скорость до 20 км в час, что делает ее самой быстрой змеей в мире. Но, конечно, главное ее оружие – это невероятно мощный нейротоксический яд. Один укус может ввести дозу яда, смертельную сразу, для 10 людей. При укусе черной мамбы яд стремительно поражает нервную систему, вызывая паралич мышц, затруднение дыхания и в конечном итоге остановку сердца. Без немедленного введения антидота летальный исход может наступить в течение 20 минут. Несмотря на развитие медицины и наличие антидотов, смертность от укусов черной мамбы все еще высока, особенно в отдаленных регионах, где помощь не всегда доступна. Интересно, что черная мамба обычно избегает встречи с людьми и нападает только в случае крайней необходимости, когда чувствует себя загнанной в угол или провоцируется. Однако, если она решает атаковать, то делает это с невероятной точностью и скоростью, нанося несколько укусов подряд. Хотя эта змея и не так часто встречается, ее репутация кровожадного убийцы в Африке заслужена. Истории и мифы о черной мамбе передаются из поколения в поколение, вызывая ужас даже у самых отважных. Ведь столкновение с этой змеей может стать последним в жизни. А они что здесь забыли? Неожиданно, но следующий участник нашего списка – это не гигантский хищник или ядовитая змея, а крошечное, но смертельно опасное насекомое – комар. Несмотря на свой невзрачный вид и размер всего в несколько миллиметров, комары убивают больше людей, чем любое другое животное на планете. Комары, или точнее самки некоторых видов комаров, являются переносчиками множества опасных заболеваний, включая малярию, денге, вирус Зика и желтую лихорадку.
Особенно широко распространена малярия, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей, в основном в Африке и Юго-Восточной Азии. Вирусы, передаваемые через укусы комаров, проникают в кровь человека, вызывая лихорадку, озноб, боли в суставах и мышцах, а в тяжелых случаях – смерть. Интересно, что комары охотятся на человека, ориентируясь на запах углекислого газа, который мы выдыхаем, и тепло нашего тела. Самки нуждаются в крови для развития своих яиц, и поэтому так настойчиво нас кусают. Несмотря на свой микроскопический размер, комары представляют огромную угрозу для человечества. Борьба с этими насекомыми ведется с использованием различных методов, от сеток и репеллентов до генетически модифицированных комаров, которые не способны переносить болезни. Однако, несмотря на все усилия, комары остаются смертельно опасными для миллионов людей по всему миру. Так что в следующий раз, когда услышите надоедливое жужжание комара возле уха, помните, это крошечное создание может быть намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. Какие большие! Теперь перейдем к одному из самых неожиданных убийц в Африке – бегемоту. Несмотря на свою внешнюю неуклюжесть и травоядный образ жизни, бегемоты ежегодно убивают больше людей на континенте, чем львы, леопарды и крокодилы вместе взятые. Эти гиганты могут весить до 4 тонн и обитают в реках и озерах Африки. Бегемоты известны своим агрессивным характером и территориальностью. Они крайне не любят, когда кто-то вторгается на их территорию, будь то человек или другое животное. Самцы особенно опасны во время брачного периода, когда защищают своих самок и потомство. Эти животные способны разгоняться до 30 км в час на коротких дистанциях, что делает их серьезными противниками даже для самых ловких хищников. Основное оружие бегемота – его огромные челюсти, способные раздавить лодку пополам или убить крокодила одним укусом. Несмотря на то, что бегемоты питаются в основном травой и растениями, их зубы и клыки достигают 50 сантиметров в длину. При нападении на человека или другой угрозе бегемот может нанести смертельные ранения, используя свои мощные челюсти и огромную массу тела. Интересно, что бегемоты проводят большую часть времени в воде, спасаясь от жары, но по ночам выходят на сушу для кормежки, иногда проходя десятки километров в поисках пищи. Несмотря на их обычно спокойное поведение, бегемоты остаются одними из самых опасных животных Африки, и встреча с ними может закончиться трагически. Хотя эти милашки и кажутся мирными гигантами, их агрессия и сила делают бегемотов одними из самых опасных животных на планете. В Африке это хорошо известно, и местные жители стараются избегать контакта с этими животными, особенно вблизи водоемов. А это кто такой? Еще один представитель африканской фауны, заслуживающий упоминания, это бородавочник. Хотя он не является крупным хищником и даже выглядит комично с точки зрения внешности, бородавочник – это удивительно опасное животное, особенно если ему угрожает опасность. Бородавочники обитают в саваннах и лесах Африки и принадлежат к семейству свиней. Они весят около 150 килограммов и отличаются крепким телосложением. Наиболее характерной чертой бородавочника являются его длинные изогнутые клыки, которые могут достигать длины до 60 сантиметров. Эти клыки – его главное оружие при защите от хищников и конкурентов. Бородавочники известны своим агрессивным поведением, особенно если они загнаны в угол или ранены. В отличие от домашних свиней, эти животные могут быть чрезвычайно опасными. Они способны развивать приличную скорость и наносят молниеносные удары своими острыми клыками, которые могут серьезно ранить или даже убить. Интересно, что бородавочники живут в норах, которые они сами выкапывают или занимают у других животных, таких как трубкозубы. Эти норы служат им как укрытие от хищников и место для выведения потомства. Бородавочники также отличаются необычным поведением. При побеге от врага они бегут с поднятым вверх хвостом, что создает иллюзию длинного позвоночника и может сбивать хищников с толку. Хотя бородавочники питаются в основном травой, корнями и плодами, их агрессивное поведение и мощные клыки делают их опасными противниками даже для таких хищников, как львы и леопарды. Часто они могут отогнать более крупного и сильного врага, нанеся ему несколько серьезных ран. Так что советую вам к ним не приближаться. Самое опасное.
Завершая наш список самых опасных существ на планете, нельзя не упомянуть пресноводных улиток. Что, тоже удивлены? На первый взгляд они могут показаться безобидными, но эти маленькие создания ежегодно уносят жизни до 10 тысяч человек. Как такое возможно? Ответ кроется в паразитах, которые обитают в теле улиток. Пресноводные улитки являются промежуточными хозяевами для паразитов, вызывающих шистосомоз – опасное тропическое заболевание. Личинки шистосом, которые выделяются улитками в воду, могут проникать в кожу человека при контакте с зараженной водой. Попав в организм, паразиты начинают размножаться и распространяться по кровеносной системе, поражая внутренние органы, в частности печень, легкие и мочевой пузырь. Симптомы шистосомоза включают в себя сильные боли в животе, кровь в моче и стуле, хроническую усталость и, в тяжелых случаях, повреждение органов, что может привести к летальному исходу. Особенно уязвимы дети, которые чаще всего подвергаются воздействию зараженной воды при купании или играх. Интересно, что шистосомоз является одной из наиболее распространенных паразитарных болезней в мире, уступая лишь малярии. Несмотря на доступность лечения и профилактических мер, таких как улучшение санитарных условий и контроль за качеством воды, шистосомоз продолжает оставаться серьезной угрозой в развивающихся странах, где доступ к чистой воде ограничен. Важно отметить, что сами по себе улитки не опасны, но их роль как переносчиков смертельно опасных паразитов делает их одними из самых коварных убийц в мире. Главное – всегда будьте бдительны и осторожны, ведь даже очень милые на первый взгляд животные могут представлять серьезную опасность. Кстати, у меня есть кое-какое предложение для вас. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.